Привет-привет! Добро пожаловать на канал Просто шьем. Сегодня мы шьем телогрейку. Нам понадобится ватин 2 метра шириной 1,5 метра. Ткань основная 1 метр шириной 1,5 метра. Ткань основная 1 метр шириной 1,5 метра. Ткань подкладочная 2 метра шириной 1,5 метра. Все ткани у меня льняные. Возьмем хлопок и разложим на нем ватин. Выкроем все детали с большим запасом. Сметаем выкроенные детали из ватина и хлопка. Раскроим основную ткань на полоски шириной 7 см и квадраты 7 на 7 см. Покажу, как собрать рисунок на примере кармана. Применяем стиль пэтчворк изба, он же очаг, он же спираль. В центре детали положим квадрат. К нему соединим полоску. Полоску можно отрезать после, можно сразу, показываю оба способа. Возьмем шагающую лапку и иглы 100. Отрежем и заутюжим. Повторим, но теперь будем отрезать сразу. Соединим. Заутюжим. Повторим, чередуем цвета. Для больших деталей все то же самое, но на них очень неудобно показывать. Когда мы заполнили рисунком всю деталь, то обрезаем по выкройке и отметаем края. У нас получились основные детали: карманы, спинка, полочка, рукава. Теперь раскроим все детали из подкладочной ткани и косую бейку. У нас получились косая бейка, рукава, спинка, карманы, полочки. Обметаем все детали. Подготовим единую косую бейку. Возьмем деталь кармана из подкладочной и основной ткани и соединим по краю. Теперь возьмем косую бейку и соединим ее с лицевой деталью кармана. Отвернем ее на обратную сторону кармана и выполним строчку в шов с лицевой стороны. Соединим накладной карман и полочку. Полпути прошли, полпути впереди. Если вам нравится видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Так я знаю, что видео действительно вам интересно. А в конце видео я вам покажу, как замечательно сидит телогрейка и спереди, и сзади. Соединим полочку и спинку. Раздюжим и выполним шов. Вот такие аккуратные плечевые швы у нас получились.
Соединим рукав с изделием. Выполним боковой шов. Обработаем шов утюгом. Основное изделие готово. Выполним подкладку. Все очень похоже на основное изделие. Соединим полочку и спинку. Разутюжим швы. Соединим рукав и подкладку. Выполним боковой шов. Подкладка для телогрейки готова. Она закроет все швы и будет приятна к телу. Вставим подкладку в телогрейку и соединим по краям. Соединим косую бейку по краям всего изделия с лицевой стороны, как мы это делали для кармана. Выполним петли и пришьем пуговицы. У меня ушло 10 пуговиц, 7 на лицевой стороне и 3 изнутри. Вот так выглядит наша телогрейка, и получился замечательный рисунок и окантовка. Спасибо вам большое, что посмотрели это видео. Если у вас остались какие-либо вопросы, пусть самые небольшие, обязательно задайте их в комментариях. Постараюсь на все ответить. За яблоко спасибо, подписчица. Пока-пока.